Сегодняшним утром мы решили прогуляться по каньону Гуаньшань. Он находится рядом с большим парком, который называется Чомагудао, одноименно с древним чайным лошадиным путем. Мы уже были на Чомагудао, когда здесь были в прошлый раз, но не гуляли по каньону Гуаньшань, потому что это достаточно такой длительный пешеходный маршрут, и у нас тогда не было на него времени. А сейчас прогуляемся. Вообще достаточно такое распространенное занятие в Китае, именно вдоль каньонов выкладывать тропы, поэтому сейчас такой у нас будет пешая прогулка. Благо, что сегодня еще и погода более подходящая для этого. Вот так выглядит вход в каньон. Раньше здесь был платный вход, то есть все организовано, как во всех туристических местах Китая. То есть вот, пожалуйста, для очереди, значит, перила, скамеечка ожидания на случай большого наплыва туристов, касса, все как положено, карта, описание, даже на английском есть перевод небольшой. Ну а сейчас здесь, как говорится, мое Жень Гуанли. Мое любимое слово в этой поездке — это слово Гуанли, или охранять, следить, наблюдать, оберегать, ухаживать. И сейчас здесь никто не охраняет, не следит, не оберегает и не ухаживает. Почему? Потому что мало приезжает туристов, а китайцы люди достаточно прагматичны. Если туристов мало, то какой смысл нанимать целую кучу персонала, чтобы следить за входом? Поэтому сейчас здесь вход бесплатный. И, как я слышал, значит, от местных перепродали владение на вот это вот место рекреационное какой-то другой компании, которая сейчас собирается там сделать больше рекламы, вложить в это деньги. Соответственно, сюда начнут приезжать туристы, и только тогда за вход будут брать деньги. Но пока у нас есть шанс пройти сюда бесплатно и посмотреть на место своими глазами. Но тут даже ценность не в том, что бесплатно, а в том, что нет туристов. Это действительно достаточно редкое явление в Китае. Впереди у такого красивого каньона, где на дне видно рыбок, очень чистую воду. Здесь уже начинается такой лес, очень влажный, приятный. Особенно здесь, наверное, приятно, когда стоит сильная жара, ближе к середине лета. Здесь мы как раз увидели первый дикорастущий чайный кустик. Узнал по листу, потом посмотрел на ствол, на почки, и все стало понятно. Вот так, в принципе, и встречаются дикорастущие чайные кусты по всему Китаю. Они примерно так же и выглядят. Единственное, что бывает разный размер, бывают и чайные деревья, но в целом чайные растения в Китае себя чувствуют достаточно хорошо и в диком виде тоже. Больше всего мне нравится в туристических курортах Китая то, что часто очень маршруты, которые у нас могли бы квалифицироваться как очень сложные маршруты, специальные там и так далее, здесь просто как обычный маршрут. Цепь вдоль скалы, решетка, по которой надо идти. Там, в принципе, не сказать, что большая высота, конечно, но все равно так неподготовленному человеку может там немножко быть страшно или неудобно и так далее. Особенно если там с ограниченными возможностями. Здесь это ничего обычно не написано. То, пожалуйста, идите там, кто хотите и так далее. И, например, в том же Чжанцзяцзе, соответственно, тоже здесь в Хунань, некоторые маршруты вообще очень сложные. Но при этом я, когда каждый раз вижу каких-нибудь девушек на каблуках там, или старичков, которые спокойно по ним идут, восхищаюсь способностью нации лазить по горам. Ну, это, в общем-то, неудивительно, потому что в Китае 70% площади – это горы. Во время дождей уровень воды поднимается в этом каньоне прямо вот до этого камня. То есть вот такой бурный поток. Видно даже, что нет никакой растительности ниже. И именно поэтому здесь есть закрывающие калитки, которые не дают туристам, причем даже еще дополнительно там колючая проволока, потому что много, видимо, желающих бывает иногда пролезать сюда в момент именно, когда много дождей и большой уровень воды, потому что это уже становится действительно опасным. Тут помимо сильного потока воды еще несутся разные камни и прочее.
все-таки нашли мы тетушку, которая тоже делает местный этот лайча. Помню вчерашний, который был слишком молочный по моим личным ощущениям, мы решили туда добавить побольше чайного листа. Я прям добавил его пощедрее чуть-чуть, потому что хочется, чтобы это все-таки был напиток на основе чая, а не на основе соевого молока, вот, и орехов. Поэтому сейчас мы попробуем сделать лайча по-мойчайски. Потому что она говорит, что что так много чая, что-то много чая. Я говорю, ну дай попробуем, мне интересно. Сейчас мы его как следует растолчем. Тут, кстати, такой лайфхак, они эту палочку, которая обычно не подвязана, а подвязана, чтобы, видимо, не упала у пробующих туристов, проходящих мимо. Кто хочет накачать руки и при этом поделать полезную работу, приезжайте в Хунань месяца на 3 в туристический сезон, позбивать эту штуку. Ну вот это уже больше похоже на чай. Фух, устал. Да, еще в добавку к чаю предлагают вот такие вот локальные хунаньские закуски, маринованные дайкон, вот, или лобо. Интересно, кстати, то, что дайкон, в общем-то, это морковь, потому что наша морковь называется красный дайкон по-китайски. Я понимаю, что это чесночок какой-то местный, лучок. Хунаньская кухня достаточно острая. Не настолько острая, насколько острая кухня, например, в той же Сычуане, но нам было крайне приятно после абсолютно пресной студенческой, ну не то, что невкусной, но просто пресной, не острой, немножко поесть острого. Сейчас хозяйка нам добавит соевого молока и воды, перетертую жижу. Мы попробуем лайча. Вот этот самый лайча, он делается по-разному. Иногда делает его, как бы каждый, в общем-то, приготовитель делает его на свое усмотрение. Поэтому можно делать его как сладким, так и соленым, или да, даже горьким, или там, то есть каким угодно. Вот. Сейчас как раз хозяюшка нам его нальет. О. Чаоми. Да, это называется жареный рис. Жареный рис, то, что как мы вчера добавляли, здесь он уже сразу с горошком, с немножко там арахиса и, собственно, рис жареный. Ну и сейчас мы попробуем сам продукт. Вот, надеюсь, что мне понравится. Что же получилось? Я думаю, что добавить еще побольше чая, было бы еще вкуснее. Но уже гораздо вкуснее, чем получилось у нас вчера, где мы делали тоже такой же чай. Вот. Потому что, мне кажется, тут лучше гораздо получилось и рис, и все остальное. Это уже значительно вкуснее. Действительно, я думаю, такой чаек очень будет охлаждать в жару. Рецепт предельно прост, как я уже говорил. То есть там толчется имбирь, сырой свежий чайный лист, добавляется немножко, так понял, какой-то молочной смеси или что-то такого, типа соевого молока. Вода чуть-чуть совсем и какое-то еще, что-то еще надо посмотреть, что именно, что-то злаковое. Вот, и все это вместе толчется, и получается вот такая вот история. Потом добавляется жареный рис, и вот мы видим результат. Основное занятие фермеров в этих горах – это производство маоча. Мы его тут наблюдаем абсолютно везде. Маоча в данном случае полуфабрикат, который потом идет в дальнейшем на переработку для производства прессованного хайча. И не только прессованного, но, кстати, большое отличие от шенпуэр, то есть шен-маочу можно практически сразу пить. И это не считается таким полуфабрикатом, который как бы, не употребляется. А маоча, которая сделана фермерами для производства хайча, она требует обязательно дополнительной доработки, потому что чай еще не полон во вкусе. Мы это в прессе вчера уже оценили, пробовали, очень большое отличие. Но особенно если говорить о сортах хайчи, которые подразумевают более сильную ферментацию, которая ближе по технологии к шупуэру. Главное отличие то, что ферментация происходит 2 раза. Первая при производстве маочи и вторая уже при последующей обработке. Сейчас здесь в основном раскладывают уже прошедшую стадию ферментации первичной маочу. Часть, собирают, как только собрали, свободная плоскость освободилась, фермерша вышла и, раскладывает дальше. Потому что плоских пространств не хватает, и поэтому, в общем-то, возможности
производство ограничено исключительно возможностями по площади сушки, даже не столько возможностью посадок чая либо сбора, потому что в горах везде достаточно крутые склоны, и просто так вот обеспечить себе большое пространство для сушки довольно сложно. Часто, как мы уже смотрели, сушат вдоль рек, бывает делать специальные настилы, навесы. Вот здесь конкретно такую вот стоянку, в принципе, благоустроили для жителей там, или гостей. Есть рядом небольшое кафе, но по сути эта стоянка сейчас занята, нам пришлось вот отъехать в сторону, чтобы здесь можно было пройти дальше. Приехали на еще одно место, которое благоустроено было всего лишь год назад. Здесь тоже сделали такой своеобразный Чамагудао. Именно сделали, почему я говорю, что сделали, потому что древний чайный лошадиный путь здесь, конечно, не проходил, прям непосредственно по вот этой долине. Но так как здесь уже везде Чамагудао, так условно говоря, то этот бренд используют для названия практически любого, так или иначе, достопримечательного места здесь. И поэтому здесь есть несколько таких вот курортов. Есть вот старый Чамагудао, тоже неподалеку отсюда. Есть вот этот поновее, вот, тоже благоустроили, сделали такую дорожку по горам. По сути, это просто тропа в горах. Действительно, здесь раньше проходили маршруты, но не факт, что они проходили прямо вот именно по этой тропе. Вот, есть маршруты, которые действительно сохранились со старых времен, но некоторые из них вообще труднодоступные, некоторые как бы остались. Так или иначе, на самом деле, если говорить именно о том, проходил ли здесь дорогу или нет, то из каждой деревни, где делали хайча и где сейчас продолжают делать хайча, так или иначе сырье увозили. Вопрос именно, насколько это было центром именно сосредоточия перевозки, или это было просто какой-то маленький отрезок. Любое место, где раньше производилась хайча, так или иначе имеет отношение к Чамагудао, потому что большинство чая, которое там производилось, отправлялось в Тибет по очень разветвленной сети дорог. Тропа проходит вдоль вот этого живописного каньона, который прежде всего популярен потому, что здесь очень жарко летом, даже сейчас чувствуется очень сильная жара. И многие сюда приезжают не столько за тем, чтобы прикоснуться к истории чайного пути, только чтобы просто побыть на природе. Здесь сохранился лес, тоже запрещена повальная вырубка, много древних деревьев сохранено. Такая прохлада каньона присутствует в полной мере, поэтому многие сюда приезжают именно за этим. Часто меня очень умиляют надписи, которые встречают посетители национальных парков Китая, также зон отдыха. Ну, такая приветственная доска с общей информацией, и, там, правил посещения и так далее. Когда этот памятник какой-то имеет историческую ценность, то есть он действительно там древний и так далее, там написано, естественно, там, какую династию, что там было основано, какие-то исторические факты и так далее. А так как очень многие памятники сейчас делаются, по сути, заново, потому что людей много, всем надо где-то отдыхать, опять-таки все хотят заработать, ну и хочется открыть какие-то новые, красивые достопримечательности. В данном случае вот идеальное описание, то есть чисто поэтическое описание о том, как здесь красиво, как замечательно, свежий воздух, ветер, запрятанный в скалах, значит, там и так далее. То есть все вот такое вот исключительно поэтичное, но ни одного особого факта, кроме того, что здесь просто красивое природное место, тут нету. В общем-то, можно было ничего и не писать. Скорее всего, они просто скопировали это с какого-нибудь рекламного проспекта, конкретно вот этой вот долины. Вот закончилась дорога абсолютно неожиданно, то есть думали, что сейчас там подготовились к такому подъему в горы, и оп, видимо, то ли еще не доделали, то ли решили такой оставить маленький маршрутик, но входная группа выглядела гораздо более презентабельно, скажем так. На самом деле я вот наблюдал становление очень многих подобных парков, там и в Аньхое, и в Фудзяне, и вот сейчас здесь тоже увидел подобное. Часто их бывает сделают наполовину, оставят, но при этом люди уже туда заходят, смотрят и так далее. Может даже наблюдать их прямо в процессе строительства, как мы это как-то делали в Басяншань, по-моему. То есть это так забавно, то что никто бы их не закрывает, хочешь ходи, гуляй, пожалуйста, вход никто не собирает. Но, в общем, 2 метра прошли и все. Сейчас, наверное, мы вернемся обратно вниз и сегодня съездим еще в музей хайчи, который, кстати, тоже сделали совсем недавно. Это государственный музей. Я думаю, будет интересно его тоже посмотреть.
А вот так вот делается упаковка для хайча. Традиционно делается она из бамбука. Мы сейчас находимся в деревне, где все жители специализируются на производстве упаковки. Потому что здесь чай не растет, уже сильно ниже, жарко, и здесь все делают из бамбука вот такие вот вязаночки традиционные. Отдельно вот небольшая фабричка, где работают буквально 2-3 человека, они занимаются тем, что делают из ствола бамбука вот такие вот тонкие полоски, разрезают их. Раньше это делали вручную, сейчас это делается на станках, гораздо более удобно. Но плетется все равно все вручную, потому что машинным образом это не сплести. Вот сейчас как раз девушка рядышком занимается плетением этого вручную. Размеры бывают самые разные, например, 100 лян, это примерно 3,7 килограмма, да, потом делают 1000 лянов, это 37 килограмм, бревно одно большое. И делают разные еще другие форматы, то есть там 10 лянов и так далее. То есть в основном самый традиционный формат это бревно. То есть оно бывает просто разного размера, но вот часто можно увидеть в магазинах, которые специализируются на продаже хайча, значит, они устанавливают на входе такие два бревна справа и слева. Обычно эти бревна, вот такая традиционная упаковка на 1000 лянов, тянь-лян. Тянь-лян-бин, почему как раз у нас продается такой тянь-лян-бин, потому что это блин, нарезанный из бревна, которое когда-то было сделано на 1000 лянов. Вот такой вот интересный традиционный способ. Потом попозже, надеюсь, нам удастся посмотреть, как в эти бревна упаковывают сам чай. Вот это полуфабрикат сделан, видите, здесь такие есть стяжки, эти вот бамбуковые стяжки. Если их потянуть, то вся конструкция начинает сжиматься. Само затяжение, вот эта вот затяжка, происходит в момент, когда туда запрессовывают уже сам чай. Сам чай еще дополнительно оборачивают в листья бамбука. Получается, для того, чтобы потом его спрессовать, вот эти вот стяжки их затягивают. А это, по сути, полуфабрикат, который поступает после этого на производство, где упаковывают именно хайча уже в бревна. Основная экспозиция музея посвящена истории завода, который называется Баозя Чончачхан. Это чайный завод, на котором впервые было внедрено машинное производство чая. И начиная с 1917 года, здесь как раз вот его основатель этого завода, его бюст, начиная с 1917 года завод развивался. В 1949 году был передан государству, как здесь говорится, peaceful liberation, то есть мирное освобождение. В Китае обычно революцию и все события, которые связаны с ней после 1949 года, обычно называют освобождением. Там, передачу собственности государства, это освобождение, вот, и передача государственной собственности. То есть вот, собственно, завод стал принадлежать государству. И здесь идет описание его развития, то есть как пошли первые эксперименты по машинизации, в том числе фотографии первых станков для сминания, некоторые другие артефакты, которые сохранились еще со времен становления завода, старые фотографии завода, потому что сейчас завод уже сам не существует, завод сам уже сейчас преобразован, то есть мы сейчас находимся на территории, где он был. Старое здание, здесь построили музей. Сейчас здесь уже его нет. Но здесь проведены всякие памятные, например, памятные таблички, которые были тоже в самом заводе. Но, пожалуй, самое интересное – это некая часть истории завода, которая связана непосредственно с Советским Союзом и Россией. Сейчас расскажу подробнее. Конкретно на этой таблице изображена карта, на которой показана площадь расширения территории, где выращивается чай, и сырье откуда забирал завод для дальнейшей обработки. Вот здесь вот очень интересная фотография, на которой советские тестеры, приезжавшие сюда еще, значит, в 50-е годы, то есть конкретно это сентябрь 52 года, которые участвовали в исследовании вообще и в становлении механизации производства здесь. Вот, потому что параллельно с этим происходили подобные процессы в Грузии, и грузинские многие специалисты, и советские специалисты приезжали сюда, в том числе, для того, чтобы наладить сотрудничество по производству чая. Конкретно здесь вот даже сохранился кирпич, на котором написано по-русски, а не написано «Аньхуа» – кирпичный чай.
Мне кажется, в том числе, и поэтому мы сейчас видим тоже кирпичный чай, такое же производство в Грузии, очень похожее на то, что было в Китае в то время. Это все благодаря сотрудничеству с Советским Союзом. Конкретно здесь вот, да, тоже видно 52 года, значит, Хэйча Джуань, то есть это, и причем именно специально написано Чукоу Ча Джуань. Вот, то есть для экспорта в Советский Союз был сделан. Но после того, как у нас испортились отношения, после смерти Сталина произошел разрыв, уже когда пришел Хрущев, это сотрудничество нарушилось, и чай из Китая к нам перестал поступать. Как вы все знаете, мы очень долгое время пили индийский чай. Если бы это не произошло, то, возможно, Хэйча была бы одним из самых известных сортов чая в России современной. А здесь образцы чая, который производился на заводе, как раз именно стандартные заводские промки, которые всегда откладываются каждый год после того, как какая-либо партия произведена. Тоже подписано, какой год, какое сырье и так далее. Здесь конкретно 70-х годов первой партии чая. Вот, это на самом деле настоящий артефакт. Ну и, пожалуй, еще очень интересный экспонат – это спилы древних чайных деревьев Кайчи. Вот, я вообще не знал, что здесь есть настолько древние чайные деревья, то есть вот практически такие же, как в Юннане. И несколько образцов этих спилов и листьев с них, которые ничуть не меньше, чем юннанский крупнолистный сорт из Мунхая.